Остатки асфальта говорят, что здесь когда-то была дорога. Сегодня мы на территории Воротынской земской больницы. Построена она была в начале 20 века, в 1911 году, а закрыта в 2011 году, то есть 10 лет назад. И вот сейчас мы посмотрим, во что превращается строение за 10 лет при отсутствии человека. Погнали. Первая проблема налицо. Скорее всего, здесь мы не зайдем, потому что ступеньки пришли в негодность. Куртку не порви. А я? А как я туда залезу? Приходится залезать какими-то обходными путями. Мне кажется, она вес не выдержит. Выдержит. Андрей Анатольевич залез. Какой красивый вид. Вид просто шедевральный, панорамический. Далее вот так раньше крепилась проводка на таких вот изоляторах. Печь. Печь, дыра, потолок. Того и гляди, на нас рухнет, но мы надеемся, что этого не произойдет сегодня. Слышал сейчас какой-то звук? Это я. Точно? Пап, не пугай. Папа. Посвети вот здесь. Что там, бомж сидит? Лежит. Эй, походим. По одному. Все, хватит. Тихо. Так, выключатель. Проводочку видно, срезали. Включи, пап, на телефоне вспышку. Свет включить? Пожалуйста. Какая-то здесь воронка образовалась. Умывальничек, кресло. Креселка какое-то. Кресло ожидания. Ожидание счастливого будущего. Вот здесь видно, кто-то что-то копал. Видимо, что-то искали. Кого-то. Непонятное предназначение вот этого помещения, но видно, что оно треснуло немножечко. Дверной проем тоже пошел. Полы в удручающем состоянии. Какое-то подобие светильников висит. Не знаю, что это, светильники или тут уже висельники какие-то вешались, но на этом потолке не повесишься особо. Вот здесь тоже кто-то копал, ямка большой. Скорее всего, чернокопатели вытащили отсюда весь металл. Хотя, вот я смотрю, карнизы на окнах до сих пор висят. Их никто не тронул. Да, штукатурочка, конечно, облезла за 10 лет. Книги истории болезней, какие-то тетради с записями, графики. Все пришло в негодность. Слышал этот звук? Да, я не первый раз его слышу, пап. Это тук неспроста. Само здание стучать не может, значит, кто-то в нем стучит. А зачем тебе стучать, если ты не бомж? По-моему, так. Ты куда ушел? Я пугать тебя собрал. Пап! Папа! Вы знаете, что самое
А безопасное место — это дверные проемы при землетрясении. Ты слышал это? Видела? Даже? Может, там кто-то живет? Наверху кто-то топчется. Кто-то топчется. Так, ну ладно, надо отсюда выбираться. Кладочка, смотри, какая интересная, древнящая. А вот это, скорее всего, была раньше вывеска. Вот тут флагшток. Здесь явно видны ступеньки. Правда, они немножечко заросли мхом. И береза выросла уже. Здесь проглядывается дорожка, соседний корпус. Клумбочка. Вот тут можно видеть тоже какие-то цветы раньше были. Здесь колесо от петушка. Книги без страниц. Это что за новая тема? Букварь 1960 года. Вот это реально раритет. Что, забираем? Да, мы бы его забрали, конечно, если бы Жены не было. Если бы там что-то было. А Пап, тут вырезки, тут газетные статьи. пап, берем. 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 Мы ее высушим. Тут есть, блин, дата. Поединки слонов. Слонов, да. Это неинтересно. 52-й год. Сорные растения. Тоже очень полезная книга. Жаль, что книга без книги. Блин, у меня телефон засветился, пап. У меня есть это самое. Рукоделие в детском доме. 1953 год. Тоже полезная книга. Жаль, что она без книги. Одежда дошкольника. Библиотека воспитателей детского сада. Обалдеть. Какие раритеты здесь. Ну, по всей видимости, действительно работал опытный мародер. Забирал только бумагу. Обложки, естественно, от таких книжек не сдашь. Вот, и поэтому все привел в такое состояние. Сволочь, что надо сказать? Еще. Записи. Снятие с полк старой... Чего-то там. Это упаковка от фотобумаги. 20 листов. Знаете, что такое фотобумага? Это не то, что вы думаете. Раньше фотографии печатали и выкладывали их в фотоальбомы, а не в Инстаграм. Здесь посвящение кому-то. То есть книга подписана. Книга 47-го года овощеводство. И есть записи. Много было трудностей, голод, холод. Много и радостей. Особенно запомнилась весна 1947 года. Парк, цветущая черемуха. Счастливые дни радости. Они не вернутся уже больше. Пролетят, как вешние дни. Мелькнут, как луч солнца. И пройдут навсегда. И сколько раз потом вспомнятся эти дни, эти годы учебы. Пусть же надпись на этой книге всегда напоминает об этих счастливых днях юности. Пусть она никогда не сотрется. 20 марта 1948 года. Ты представляешь? Мастерская на дому. Окно-холодильник. В нынешних жизненных обстоятельствах, когда каждая семья вынуждена делать заготовки впрок, одним холодильником в квартире не обойтись. Предлагаю вам сделать себе еще дополнительный навесной, выходящий на улицу. А почему бы нет? Пойдем? С парадного входа мы, скорее всего, здесь тоже не зайдем, потому что его практически нет. 10 лет здесь не было человека, и все уже в таком состоянии. Хотя видно, что стропилы еще достаточно крепкие, но крыша вообще никакая, то есть она рухнула. С точки зрения инженерии видно, что вот такой вот старый ввод электричества был в здание воздушно-кабельным путем.
Интересно, вот такие вот арочки, выложенные в оконных проемах. И как-то совсем нелепо смотрится вот эта пристроенная избушка, как будто здесь какой-то сторож должен жить. Ну, естественно, провалившаяся крыша. Кто-то скажет, а что же это за нелепые над оконными проемами такие вот плачущие выбоины, дыры? А это мародеры выбили отсюда, скорее всего, металлический уголок, который являлся связующим и укрепляющим оконный проем. Ну и, соответственно, сдали его на металл. Ну, вход такой достаточно опасный. Правда, я не понимаю, где тут вход. Вот здесь вход. Вот с этим навесом нелепым. Или вот здесь вход. С этой дверью. Тоже достаточно странно. Так, ну что, заходим. Вот лучше ни за что не держись. Вот интересно, какую функцию выполняло вот это колесико здесь на двери? Оно что, открывало? Система контроля доступа? То есть поднимался крючок, когда кто-то дергал за веревочку, за это колесико. У меня такая только мысль, предположение. Ну, конечно, да, тут все в удручающем просто состоянии. Вот пробки. Раньше все было так, электричество вводилось в дома. Все по стариночке. Ужасное состояние всего. Просто всего. Лаги на полах еще достаточно крепкие. Ну, видимо, еще ничем не разъело. Хотя, нет, хотя я ошибаюсь. Они уже гнилые. Они уже полностью сгнили. То есть они просто лежат здесь и разлагаются. Я думал, там свет включился. Пап. Свет включился, Вот да. со своей вспышкой. Ты что мог бросила включить? Странная вот эта вот конструкция. Наполовину дерево, наполовину кирпич. Обложенное кирпичом дерево. Ну, для больницы постройки 1911 года, возможно, это и не странно. Балки перекрытия, конечно, уже даже не плачут. Тут плакать некому. Стены, естественно, в плесени. Я думаю, что когда здание было обитаемым, плесени было чуть меньше, но она тоже была. Вот там все уже рушится. Видимо, когда доски были еще целые, их кто-то понавыдергивал здесь и унес для своего хозяйства. Но, с другой стороны, хорошо, что это кому-то хотя бы пригодилось. Шифонер какой-то, шкаф старинный, с мега старинными ножками. Возможно, в нем даже что-то есть. Ты чувствуешь, как здесь пол, и он под нами ходит? Здесь не вытащили эти доски. А здесь, по-моему, что-то уже на крыше растет. Вау. Вау, вау, вау. Здесь есть лестница на крышу. Нет, Что нет? мы туда не пойдем. Лестница на крыше есть. Значит, что? Нужно туда сходить. Мензурки, пробирки. Вот теперь мы видим, что это все-таки была больница. Но здесь мне небезопасно ходить, потому что крыши здесь практически нет, балки прогнили. И мы, наверное, пойдем дальше исследовать. Перед закрытием больницы, в соответствии с требованиями Госпожнадзора, больница была оборудована системой пожарной сигнализации. То есть вот были такие датчики, они здесь до сих пор есть в помещениях. Были наклеены знаки. Плюс были обозначены пути эвакуации, проложены кабели. В общем, была выполнена работа, которая, как оказалось, потом никому не нужна, потому что больницу все равно закрыли. Но руководство больницы выполнило требования и обеспечило пожарную защиту. Идем дальше. Не знаю, пойдем мы туда, нет?
Пойдем. Вот туда дальше. И здесь еще один кабинет, скорее всего, врача. Говорят, что здесь уже не было печное отопление, хотя печки здесь практически в каждом кабинете, их топили. Но здесь было уже отопление от котла, который топился дровами. То есть кто-то приходил, растапливал котел, и в больнице становилось тепло. Остатки проводки, остатки крыши, остатки жизни. Здесь у нас коридор и, наверное, какие-то кабинеты, которые раньше функционировали. Возможно, здесь был кабинет главного врача, потому что из него открываются самые крутые виды на улицу. Я бы себе взял такой кабинет, если был бы главным врачом. Печка тут такая тоже с трубой. Все прекрасно. А это что, интересно, это кирпич такой битый? Или это какие-то... Хороший. А, это кирпич, смотри, какой тут кирпич. Тут облицовка была такая кирпичная. И вот это вот облицовочный кирпич, видимо, от печки. То есть, да, смотри, тут он с какими-то даже изразцами, что ли. Да, у него было какое-то глянцевое покрытие. То есть это какая-то модная тема с этим, с покрытием. То есть шамотный кирпич с глазурью, так называемой. Им покрывалась вот эта печка. Печка, видно, что выложена из камня, но с использованием глины. Стена треснула, и скоро она вывалится туда вообще, вот в ту сторону. Через пару лет точно она упадет. Ну да. Вид, конечно, здесь классный, красивый. Там вид даже на деревню. Вот здесь какие-то, видимо, санузлы были. А там уже проломился пол. И все в подвал рухнуло. Не надо туда ходить. Там можно уже все очутиться на -1 этаже. Что, не вон туда не сходим? Вон туда? Да. Даже не знаю. Вообще, конечно, сыкотно немножко. А здесь нет ничего. Вообще ничего нет. А здесь вход тот самый, в который мы не попали. Смотри. Гнездо птичье в печке. Как удивительно, да? Угу. Да. От стен остались одни воспоминания. Парадоксальная ситуация заключается в том, что в здании обилие дерева, здание очень горючее, здание очень пожароопасное, но умерло оно не от огня. Умерло оно просто от сырости и разложения. То есть оно сейчас просто сгниет, и лет через 10 здесь просто будет груда кирпичей. Система контроля доступа. Это звонок, если кто-то хочет прийти. А вот здесь гнездо какой-то птицы. Уже даже птичка свила гнездо и здесь, наверное, выводила потомство. Что в подвале там? Ну, в подвале обычно ведьма живет. Не ведьма, там бабайка живет. Бабайка? Да, бабайка. Пойдем в подвал искать бабайку. Ну, такое ощущение, что подвал все-таки горел, правда. Что здесь может гореть, если здесь только кирпич? Видно, что кирпич. В годы войны Земская больница превратилась в военный госпиталь. Сюда свозили раненых. Я не знаю, дальше стоит идти, конечно. Ну, давай, иди сюда. Дверь такая достаточно дебелая, хорошая.
А видно, что здесь был какой-то диван. Здесь либо жили люди, либо делали вид, что они жили. Можно, конечно, сходить туда, но мне что-то совсем не Не, пап, улыбается не туда надо идти. туда идти. Окна, то есть больница сама очень высокая, и получается, что окна примерно на уровне земли, хотя это минус первый этаж, то есть это подвальный этаж считается. Что такое? Что такое? А, это от катушки зажигания на мотоцикл. В общем, жалкое зрелище и страшное. Здесь, похоже, все-таки горело что-то, но дальше не пошло. Здесь видно, что здание все-таки было построено из бревен и обложено кирпичом. Он, конечно, не облицовочный, но здесь он облицовочную функцию выполнял. Слушай, ну то, что мы считаем подвальным помещением, возможно, даже им и не было. Возможно, это был обычный этаж для каких-нибудь больных или не очень больных. Потому что вот я смотрю, здесь какая-то едальня даже, вот столовая, тарелки. Облицовка кирпичом, скорее всего, производилась в 90-м году. То есть до 90-го года здесь, наверное, кирпича даже не было. И было деревянное здание на кирпичном цоколе. Да, это столовка. Ну или если не столовка, то кухня точно. Потому что плитка, печка, холодильник, какие-то столы, раковина. Интересно, что плитку с пола кто-то заботливо отодрал. Наверное, она кому-то очень сильно понадобилась. Плитка обычный керамогранит. То есть это все достаточно недавно делалось, ну, может быть, лет 12-15 назад. Здесь бандитским методом был выломана дверь. Телек здесь лежит. Ламповый телевизор, даже три ламповых телевизора здесь лежат. Пойдем, бабка, телевизор смотреть. Я думаю, что здесь заходили через окно и выходили через окно. Да. Даже не знаю, что это, рисунок или это плитка такая. Да, это самый настоящий арт. Советский арт. Но видно, что человек был под грибами, наверное, под местными. Поэтому все в ярких красках ему представлялось. Что-то света нет, да? Ой, втиснулся в этот проем. Ну, проходи. С той части нельзя попасть в себя. Здесь какая-то кладовка. Смотри, там стена какая толстая. Угу. Вообще, балдеть. Долбили. Каменная. Кто-то туда хотел проникнуть. Наверное, думал, что там клад зарыт. А вот здесь тоже какая-то печка стояла или очаг. Смотри, кирпичики какие тоненькие. Это, скорее всего, шамотный кирпич тонкий. Вообще он такой маленький. Вот видно, что он буквально 2,5-3 сантиметра. Использовался для печки. Ну и дымоход, соответственно. А вот это какой-то рубильничек старый был. Что-то света нет. Вот это, скорее всего, светозвуковой оповещатель. Часть пожарной сигнализации, которая была смонтирована накануне закрытия больнички. О, креслица. Ничего себе.
Я смотрю, вы книги взяли почитать, да? Да. А вы? А вы читать-то умеете? Умею. Я и Гоголя читала. И Гоголя? И Гоголя. М. А зачем же вы из книжек страницы-то повырывали? Так легче нести будет их. А, не легче нести знания. То есть прочитал и вырвал страницы. В этом что-то есть. А, Кирпичик-то непростой. Смотри, печати сколько. То есть царский. Еще. Это вот чем облицована была печка. Жаль, что здание больницы, которое обслуживало несколько деревень, пришлось закрыть. Но с другой стороны, ну кто пойдет вот в такое заведение поправлять свое здоровье? Видно, что оно кончилось. Оно пришло в упадок, и оно уже не годится для того, чтобы выполнять свои функции. Да, конечно, к нему был привязан какой-то определенный медперсонал, люди, которые сюда ездили на работу, но это пенсионеры, которые... Он ушел на пенсию, и современного врача в такое здание, в такие условия не затащишь. И сейчас вот все вот эти функции, которые объединены вот в этом комплексе, в том комплексе, выполняет блок-контейнер. Блок-контейнер размером там 6 на 6, который монтируется буквально за 2 недели, оснащается оборудованием, туда заезжает фельдшер, ему дают Lada Niva Travel, и он прекрасно выполняет свои функции по обслуживанию населения на какой-то определенной площадке. Поэтому то, что здание закрыли, это правильное решение. Жалко, конечно, что здание, которому 100 лет, оно пришло в такой упадок и никому не нужно. Уже лет через 10, через 20 это здание просто превратится в прах и руин, прах и говно. Что и следовало ожидать. Лайки, подписки. Если есть вопросы, где находится здание, пишите в комментариях, я вам об этом расскажу.